Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Пасьянс Таро прогноз события ближайшего времени. Чего ждать? Давайте с вами узнаем. И именно о событиях на ближайшее время карты пасьянса. И будем, конечно, реалистами, я часто об этом говорю, потому что, не всегда сходится, будем говорить, правда, так откровенно. Но, тем не менее, я бы сказала, переложите вот ту тему, которая вас сейчас больше всего беспокоит, на те знаки, которые нам выпадут, или подсказки карт. Я так думаю, вы люди интуитивные, вы как раз и будете видеть, может быть, что-то стоит продолжать, что-то завершать, или каков итог того или иного вопроса, или того или иного дела. Вообще, знаете, хочется сказать, что весь месяц октябрь какая-то ваша активность, причем в таком усиленном режиме, когда будут важны и вопросы любви, и карьеры, ну или занятости вашей, где-то и финансов тоже. Тут такой, как конгломерат каких-то вопросов может быть, и все переплелось в один клубок. Тогда помните, как переплелось, так и раскрутится обратно. Потому что мы можем думать, что это клубок противоречий, а на самом деле, может, это будет как нить Ариадны, почему нет? Перейдите по ссылке в описании под видео осень 2025. Прочитайте именно по планетарным транзитам гороскоп, каковы энергии. И я думаю, вы какую-то свою стратегию, тактику отстроите еще лучше. А вот смотрите, тут неожиданная новость. Вот интересно, прям такое начало сразу же. Скучать будет некогда, то правда. Не всегда, должна сказать, планетарные транзиты совпадают с Таро раскладами. Дорога. И, может быть, эта дорога куда-то далеко, а у кого-то много переездов, перемещений в течение октября месяца. Может быть, и не очень далеко, но их большое количество. Или пусть одна дорога, но очень важная. У вас тут что-то может решаться. Вот как приходит. Это неожиданная новость. С одной стороны, это открытый путь. А у вас выпадает еще, смотрите, и ключ, и дорога. И в пасьянсе буквально прописано, когда ключ и дорога– это путешествие далеко. Может быть, это не само по себе, как путешествие на отдых, да, а у кого-то будет планируемый переезд. Вот я такое могу предположить. Или, правда, нужно куда-то срочно собраться, отправиться, потому что вы слышите какую-то новость. Здесь могут приходить эти новости буквально бокал, кубок. Это гости. Гости к вам или вы к кому-то в гости. Может быть, это как-то взаимосвязано вот с этой новостью. Давайте будем смотреть дальше. А что нам еще тут расскажут? Ну вот как будто начинается все с новости. Может быть, по этой новости вы будете и сами с чем-то определяться. Прочная связь. Ну, значит, уже единомышленники у вас точно есть. Но вот смотрите, еще мечи, тревога. Может быть, действительно неожиданная новость вас заставляет куда-то поехать или как-то изменить ваши планы. И, может быть, да, вы, кстати, думаете или будете очень спешить, такое тоже допускаю. Потому что листва– это ожидание. И у кого-то тревога по ожиданию. Именно потому что, может быть, и банально вы уже на что-то настроились, а какой-то, я называю это регламент. Ожидание, когда мы ждем какой-то бумаги, документа. Тут мы ничего не можем ускорить. Или важного решения какого-то, да. И вот смотрите, еще выпадает. Тут нож– это всегда ссора какая-то или конфликт, мои дорогие. Может быть, и не поссорьтесь с кем-то, кстати, вот с кем у вас была прочная связь. Или, знаете, вы можете чувствовать, что кто-то вас раздражает, нервы на пределе. Вот правда, с учетом вот этого всего. Ну и еще добавляя транзитов, да, что много активности какой-то будет или много дорог.
Может быть, это, знаете, еще и те новости, которые так в жизни нашей тоже бывает. Сегодня приходит новость, что надо было что-то сделать вчера, и хоть ты разорвись. Может быть, таких ситуаций банальных, может быть, даже с мелочами связанных. А вот такого всегда много. С нас словно рвут в разные стороны. Ну, вот такое тоже я допускаю. И это иногда бывает состояние, как же мне все надоело. Ну, правда. Ну, потому что тут явно есть ряд ваших задач, которые обязательно нужно решить. Потому что для вас это что-то очень интересное, я бы даже так сказала. Смотрю, что у вас еще совпало. Очень многообещающий символ корона. Корона, мы знаем, символ власти. Во-первых, это у вас может быть такая ситуация, как ну, контакты с сильными мира сего. Или с теми людьми, которые наделены властью. Или это просто будут чиновники, или какие-то согласования, организации, инстанции. Да, когда вы тоже сталкиваетесь с теми персонами, которые имеют и в руках своих власть, и, может быть, есть и рычаги какие-то влияния. Поэтому тут вам, ну, видимо, рационализм и холодное мышление должно все же подсказывать, или я бы сказала, даже оберегать от поспешности. Потому что может быть ощущение с учетом тех арканов, да, и перемещения, и дороги, и открытые пути, тут какая-то многозадачность, тут тебе и гости, или вы, или к вам, да, и еще и неожиданные новости – тут, можно так, эта голова закружится от всего. Вроде бы тут есть и контакты, которые нужно продолжать, но как-то что-то и, закручивается, может, быстро, а вот решается с какими-то заминками. И вы можете сетовать на это, мои дорогие. Будьте просто к этому готовы. Но я-то для вас вижу более такой, знаете, период жизни, когда вы прояснить что-то можете, но и сами определиться сможете. Это правда. И пока я с вами говорила, просмотрела, что мы можем еще соединить, какие значения. Должна сказать, что нет, не увидела, не нашла. Поэтому давайте мы с вами продолжим наш прогноз. И первую карту достанем. То, чего вы не ждете, а это случится или произойдет. Что это? Или то, чего вы не видите, а оно тоже произойдет или случится буквально, да, придет на ваш порог, может быть и так. Или вот как эта новость, информация какая-то, к чему быть готовы, может быть и так, да. Давайте, чего вы не ждете, а это случится, первая карта. А вторая, как все обернется, или к чему это все идет. Вот тут нам тут тоже рассказали. Какую-то интригу нам дали уже карты пасьянса. И чего ждать в личной жизни, в любви, в целом взаимоотношения. Чего ждать финансовой сферы. Чего ждать в ваших достижениях. У кого-то учеба, у кого-то работа, у кого-то все вместе. И опять же, документы, договоры, контракты, соглашения. Итак, это случится, а вы и не ждете. Вот так. Король мечей. Ну, правда, тут не случайно вам все-таки вот этот знак выпадает власти, корона. Сильный мир из всего по королю мечей как раз и проходит, и люди в погонах проходят. Или, знаете, это специалисты узкие, высокие чиновники проходят. Вот нам добавляют карты Таро, что как будто от каких-то официальных вопросов вам не уйти, не избежать. Может быть, оформление каких-то документов, опять же, согласований, контрактов, у кого что. Или переоформление, опять же, это тоже может быть. Может быть, даже это, знаете, переоформление брачных контрактов. Ну, отчасти, да. И вроде бы вопрос личной жизни касается, но нет, его вот надо так вот холодно, рассудительно решать. Знание закона вам буквально помогает, и по этой карте закон мы точно не нарушаем. Значит, вам нужно будет, ну, где-то и просчитывать что-то, и, может быть, в каких-то себя порывах, опять же, или в сомнениях то же самое. Неизвестно, что хуже. Порывы или сомнения? Порыв, может, он и закончится, а сомнения, да, вот говорят, червь сомнений. Вот все никак не закончится. Нет, тут не надо, не может быть, не если, очень рационально. Вот холодная голова, критическое мышление – это ваше все. Но это может быть еще конкретная какая-то, ну, как тема, может быть, неожиданная. Кто-то приезжает в гости в октябре.
из тех людей, которых вы знаете. Может, это человек в таких энергиях. Я не всегда это привязываю к знакам зодиака, но иногда все-таки может говорить это у нас воздух, близнецы, весы, водолей или человек, который имеет там асцендент. Но все же давайте мы еще достанем карту и узнаем, это вообще что или кто. Персональная, тем не менее, карта, поэтому я тут вижу с чиновниками как минимум или представителями власти, может быть, да, или пусть это начальство. У вас может быть так, вы услышите что-то по работе от своего руководителя, и это будет для вас, ну, может быть, и неожиданность, или вам что-то, может быть, и предложат. Может быть, просто начальство меняется, руководители, да, руководство. И следом за этим еще и график работы меняется. Вот и так ведь тоже может быть. То есть мы этого не ждем, не предполагаем. Но тут явно нам, опять же, нужно что-то правильно оценить и свои где-то ресурсы, и как мы будем с этим всем взаимодействовать. Так что это такое? Похоже, тут придется что-то по личной жизни решать. Или, может быть, это наоборот какая-то возможность для вас. Потому что вообще это карта любящего человека. Или когда вдохновение, мои дорогие, и колесо фортуны. Вот смотрите, вам приходит какая-то радость. По сути дела так. А вы ее можете воспринимать. Я не знаю, что мне с этим делать. И будете, вот или пойдете что-то узнавать, будете обращаться к специалистам. Может быть, даже иногда проходят врачи, мои дорогие, по королю мечей. Опять же, это специалисты, которые работают вот именно по приказу, по регламенту или по протоколу от и до. Они не сделают больше, но не сделают и меньше, потому что вот в рамках собственных полномочий. И у кого-то это юрист, а у кого-то может быть и стоматолог, ну или какой-то любой другой врач, потому что может быть, ситуация вынуждает так вот именно теперь обратиться, а не оставить на потом. Особенно если мы даже о медицине говорим, о врачах. Потому что вы чувствуете, вам мешает, может быть, что-то, да? Ну, или зуб болит вот конкретно. Что же такое бывает? Или надо обследование какое-то пройти. Но, тем не менее, вы можете так настроиться больше настороженно все же по этой карте, да? Потому что вы не знаете, как разрубить, может быть, этот Гордиев узел, или как разрулить какую-то ситуацию, или какое Соломоново решение принять. А в итоге ведь это какая-то радость, вам как будто фортуна дает шанс. И даже если вот разговор с руководителем, я пытаюсь разные сферы жизни переложить эти карты и возможные сочетания. А вы вот что у вас будет откликаться, мои дорогие? У руководителя тут тоже руководитель поменялся, может быть, новая метла по-новому метет, пришел и вам что-то предлагает, или будет какая-то беседа. Где-то вы можете поначалу быть не согласны даже, вот понимаете, а для вас фортуна дает какой-то шанс, когда вы потом останетесь довольны, счастливы. Вот вы знаете, то, что нам видится в первый момент, мои дорогие любимые рыбы и рыбки, по факту оно может совсем иметь другое продолжение. Вы действительно чего-то не ждете. Тут сама фортуна. Ведь это, по сути дела, удача, счастье. Когда выпадает эта карта, ну, вот это колода, колесо года. Мы знаем, идет сначала колесо как будто наверх, достигает пика, а потом пойдет спад. Так вот, когда карта выпадает, это сейчас как раз на подъем идет. И эту возможность нельзя упустить. А если вы скажете, подумаю завтра, а завтра уже на спад. Вот такой момент. Так вот, что прояснится или как это все обустроится? Принцесса жезлов, служанка в ожидании. Но тут, правда, есть риск что-то поставить на паузу. А может быть, это та пауза, которая или долгий вопрос, когда вы что-то предполагали, но не решались. А тут будут внешние события, которые вас подтолкнут завершить это ожидание и на что-то решиться. Как это все обустроится? Ага. Ну, правда, с кем-то не поссориться, наверное, все-таки имеет смысл. Тут как будто мы можем, будь то это руководитель или пусть это кто-то из родственников, потому что, с одной стороны, пара, почему я и говорю, что есть контакты с человеком, которого вы, ну, уже знаете, как будто, да, или узнаете, может быть, в процессе октября месяца.
И мы тут явно с чем-то не согласны. Мы хотим даже ведь по королеве мечей про образ Юдифи. Мы знаем, уж отрезала она, так отрезала. Поэтому в историю вошла. Так вот, наша реакция, нам хочется быстрее от чего-то отказаться. Может быть, отказаться от ожидания какого-то, а разобраться вот с каким-то вопросом. Вообще, это карта независимости, но тут какие-то ваши очень продуманные действия должны быть. Как это обернется? Карта император. Вы знаете, все-таки я вижу тут по закону, что-то вам придется решать. У вас действительно тоже ресурсный период, вот эта корона, она и где-то на вашей голове, мои дорогие. Но это ведь всегда мера ответственности. Вам придется какую-то ответственность свою или меру ответственности определять по какому-то вопросу. Может быть, это для вас все же возможности, но это новые возможности. Вы либо вынуждены как-то по-новому поступать, или что-то новое делать, или пересматривать где-то даже стратегию, тактику собственной жизни. Все-таки организация нашей жизни по этой карте. Структуры, может быть, это взаимодействие с какими-то персонами сильными мира сего. Но и для вас это тоже какая-то возможность. Но это, вы знаете, это сродни сложного какого-то решения, может быть. В конечном итоге это фортуна. Смотрите, как будто вам фортуна дает шанс, потому что два старших аркана. А когда старшие аркана, мы понимаем, что это по судьбе. Это именно обусловлено, ну, внешними ситуациями, которые не конкретно с вами, а это через взаимодействие с кем-то или с какими-то обстоятельствами. Но вы-то все равно в гуще событий. И вы-то вот именно свою жизнь в каком-то новом ключе, может быть, должны и перестроить. Тут есть элементы неожиданности и есть вот такие судьбоносные решения. Ладно, давайте, чего ждать в любви и в личной жизни. Ух ты, как здорово. Девятка чаш. И любовь, ну, где-то и материальное благополучие, не без этого. Может быть, это и вопросы дома, жилища. Может быть, с этим будут и связаны и гости, и какие-то перемещения и так далее, да, или поездки, перемещения всей семьей. Такое тоже я могу допустить, но в принципе это вся семья в сборе. Тут какие-то радостные события, мои дорогие, доброй энергии в целом. Чего ждать в финансах? А вот по финансам как-то тут у вас беспокойство возникает. Карта искаженного восприятия. Но вы можете тут что-то просчитывать до бесконечности, да? А в итоге ничего так и не просчитать. Или, может быть, чего-то не видите. Вот знаете, как вот эти все карты, о которых мы говорили, вот эти сомнения, неуверенность, какая-то, ну, может быть, и выяснение как по какому-то конкретному вопросу. Именно сомнения могут быть вызваны тем, что вы не видите или сомневаетесь, может быть, в своей ресурсности финансовой, или как это обустроится, или как будут развиваться события. А нам говорят, что да ты многого не видишь сейчас. Это мы искаженно воспринимаем какую-то ситуацию по финансам. И мы по этой карте, вот не случайно посмотрите, как больная какая-то тема, как будто мама ухаживает за дочкой, а дочка гипертермия, температурит. И согласитесь, когда у нас жар, когда у нас высокая температура, у нас искаженное восприятие, у нас все как в другой реальности преломляется, а на самом деле оно так не обстоит. Так, а что же там вообще? Ух ты! Не откажитесь от чего-то. Деньги-то ведь, в общем-то, есть. Посмотрите, девятка чаш. Это больше денежная карта. Но художник именно в этой колоде изобразил еще и семью. Как будто деньги семьи, да, будем говорить. Ну, пусть вы даже не семейный человек. Но это значит, ваши личные денежки есть и будут. Да тут судьбоносный период, мои дорогие. Сложные решения– это да, вам придется принимать. Колесо фортуны, император, солнце. Ну-ка, давайте третью. Вот это да, карта мага. А это по вашим достижениям. Вам придется как-то очень правильно это все в единый узор сложить или в какую-то, знаете, волшебную мозаику. Потому что так вот не всегда выпадают такие добрые карты. И, кстати, очень они так правдиво показали, что решение не дается легко.
Слегонца так вот не решишь. Тут, правда, и считать придется, и мера ответственности присутствует. Но солнце... Солнце – это выбор правильного направления, мои дорогие. Вы что-то будете определять и по работе, и по финансам, и по личной жизни тоже. Но это точно. У вас тут будет много активности. Как и в личной жизни, тут я соглашусь. Так, и по части карьеры, или откуда к вам приходят деньги. И эта тема, это может быть вы определяетесь с чем-то только в октябре, а последующие 6-8 месяцев активного внимания и вашего участия. Но вы маг. Маг – это не про магию, там, не про волшебство. Он великий практик, и где-то холодная вот эта голова, как у короля мечей. Вот тогда у него и получается. А если мы еще добавим интуицию, особенно вашу, да, стоит только захотеть. И для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя. А я благодарю за ваши добрые искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.